Всем привет, с вами Светлана. Собираетесь переезжать в Турцию или просто интересуетесь этой страной, возникает закономерный вопрос. Сколько стоит жизнь в Турции? В этом видео собрала самую актуальную на 2025 год информацию, основанную не на теории, а на личном опыте. Я детально расскажу, на что уходят деньги, где можно сэкономить и сколько нужно денег для комфортной жизни в Турции, а также сравним с основными расходами в соседней Болгарии. Ну что, давайте начнем. Общая информация и экономика. Прежде чем мы перейдем к конкретным расходам, небольшая подсказка. Для примерного понимания все цены в турецких лирах можно делить на 50 и получится сумма в евро. Это облегчит восприятие цифр. Вместо субъективных мнений давайте обратимся к фактам и цифрам. Представьте экономическую карту мира, где каждая страна занимает свое место. За последние годы Турция совершила заметный рывок вперед. Сегодня минимальная зарплата здесь выше, чем в Болгарии. Чтобы дать объективную картину, я опиралась не только на личные впечатления, но и на международные рейтинги. Несколько ключевых фактов о Турции. Турция занимает 18 место в мире по населению – 85,6 миллионов жителей. ВВП более 1,43 триллиона долларов. 16 место в мировом рейтинге по прогнозу на этот год. Стратегически выгодное географическое положение на стыке Европы и Азии. По индексу качества жизни Турция занимает 51 место в мире, уступая таким странам, как Греция и Польша. Для сравнения, первую строчку этого рейтинга занимает Люксембург. А вот в плане финансовой стабильности у Турции есть свои особенности. В отличие от Болгарии, где национальная валюта жестко привязана к евро, уже более 20 лет турецкая лира является волатильной валютой и за последние годы заметно теряет в цене. А теперь то, что действительно важно для повседневной жизни – покупательная способность. Ведь именно она определяет, что можно позволить себе на среднюю зарплату. По этому показателю Турция занимает 58 место в мире, а Болгария – 63. Рейтинги и статистика – это одно, но как они отражаются в повседневной жизни? Сколько стоит аренда жилья, коммунальные услуги, продукты, транспорт? Давайте разберем все до последней лиры. Продукты питания и товары для дома. Официальная инфляция в Турции остается на высоком уровне, и в прошлом году она превысила 60%. Но как это отражается на ценах? Давайте посмотрим. По данным международных агентств, Турция входит в число стран с самой высокой продовольственной инфляцией. Чтобы дать вам объективную картину цен, я отправилась в популярную сеть супермаркетов. В Турции это Мигрос, аналог среднего европейского супермаркета, и сети жестких дискаунтеров БИМ, А101 и ШОК, где закупается большинство местных. Кстати, интересный факт. В Турции очень популярны еженедельные фермерские рынки, где можно купить свежайшие овощи и фрукты по более выгодным ценам, чем в супермаркете. Начнем с основных продуктов, которые покупают чаще всего. Хлеб белый, экмек, 400 грамм, около 60 евроцентов за буханку. Молоко 1 литр, жирность 3,1%, 1 евро 10 центов. Растительное масло подсолнечное 1 литр, евро 60. Сахар 1 килограмм, 0,95 евроцентов. Соль 750 грамм, 16 центов. Макароны Барилла 500 грамм, 94 цента. Рис 1 килограмм, 50 центов. Яйца 10 штук, евро 60. Переходим к овощам и фруктам. Цены на овощи и фрукты смотрите на экране. Просто поставьте видео на паузу, чтобы детально изучить стоимость. Помидоры 90 центов, болгарский перец евро 20, картофель 40 центов, огурцы 40 центов, лук 25 центов, яблоки евро 60, лимоны евро 80, бананы евро 60. Что касается мясного отдела, свинину здесь найти почти невозможно. Говяжий фарш от 14 евро за килограмм, курица целая 4 евро 50 центов за килограмм, суши 3 евро за 320 грамм. Если вы любите молочные продукты, вот несколько примеров. Айран 1 литр 90 центов, белый сыр брынза 500 грамм 5 евро. Сливочное масло 82% жирности, 250 грамм, 2 евро 50 центов. Кофе, чай и сладости. Можно ли обойтись без кофе и чая? Конечно, нет.
Турция – страна чая. Посмотрите, какой огромный выбор. А для любителей сладкого шоколад Юлькер эти 80 грамм 80 центов, шоколад Милка 100 грамм евро 20, минеральная вода 1,5 литра 30 центов. Кстати, интересная деталь. Во многих жилых комплексах есть свои небольшие маркеты, где можно купить товары первой необходимости, не выходя за территорию. Цены в кафе. Если вы решили поужинать вне дома, то будьте готовы к другому уровню цен. Чашка кофе латте Starbucks 3 евро, турецкий кофе в местной кофейне 1,5-2 евро. А что насчет быстрого перекуса? Меню турецкого Макдональдс. Гамбургер 2 евро 40 центов. Чизбургер 2 евро 60 центов. Двойной чизбургер 4 евро 80 центов. Биг Мак 4 евро 50 центов. Стакан Кока-Колы евро 20. Хэппи Мил 4 евро 80 центов. Как видите, цены на продукты в Турции весьма разнообразны. Но насколько их можно назвать доступными для обычной семьи? Давайте разбираться дальше и посмотрим, как эти цены соотносятся с другими расходами и средним доходом в стране. Средства ухода и товары для дома. Сколько это стоит? Теперь давайте перейдем к важной части нашего ценового исследования. Средствам ухода за собой и товарам для дома. Эти вещи мы не покупаем каждый день, но они неизменно появляются в наших корзинах и влияют на семейный бюджет. Чтобы не перегружать вас бесконечными цифрами, я выбрала самые востребованные товары, которые мы регулярно используем в повседневной жизни. Гигиена и уход. Дезодорант Рексона 3 евро. Зубная щетка Colgate евро 50. Зубная паста Colgate 2 евро. Шампунь Head and Shoulders 300 мл 2 евро 30 центов. Мыло твердое Dove 70 центов. Мыло жидкое 750 мл от 3 евро. Станок для бритья Gillette от 4 евро 20 центов. Товары для дома. Сковородка Тефаль от 15 евро. Туалетная бумага 16 рулонов 3 евро 80 центов. Стиральный порошок Ariel на 44 стирки 8 евро 90 центов. Сколько уходит в месяц? Конечно, точную сумму посчитать сложно, ведь у всех свои привычки, но в среднем на товары для дома семьи наших знакомых, проживающих в Стамбуле, потратила примерно 70 евро за месяц. Итого на продукты плюс товары для дома. В сумме вся корзина продуктов и бытовых покупок за последний месяц обошлась 720 евро в месяц. Много это или мало? Напишите в комментариях, сколько уходит у вас. Техника. Сколько стоит комфорт в Турции? А что насчет цен на технику? Из-за высоких налогов на импорт электроника в Турции стоит дороже, чем в Европе. Давайте посмотрим. Самый дорогой iPhone 16 Pro Max 256 2000 евро. Премиальный Apple MacBook Pro M4 14 дюймов 1800 евро. Жилье. А теперь самое интересное и, пожалуй, самое важное – жилье. Знаете, что любопытно? В Турции почти 56% людей живут в своем собственном жилье. Для сравнения, в богатой Швейцарии этот показатель всего 43%. Болгария вообще впереди. Там более 70% жителей хозяева своих квартир или домов. Для детального обзора цен на недвижимость мы выбрали 3 ключевых города. Стамбул, мегаполис и финансовый центр страны. Анкара, столица и второй по населению город. Анталия – туристическая страница на Средиземном море. Где искать жилье? Инсайдерская информация. Хотите найти квартиру как местный житель? Самый популярный ресурс, которым пользуются турки – сайт sahibinden.com. Существуют и другие площадки, такие как emlaket.com – популярная платформа с актуальными объявлениями. hepsiemlak.com – один из крупнейших специализированных сайтов недвижимости. В Турции квартиры сдаются, как правило, без мебели. Цены на аренду по городам. Стамбул. Очень далеко от центра. Квартира 1+0, то есть студия. Квартира в районе Султания. За 190 евро с лифтом. Есть кухня. Американский вариант. Также очень далеко от центра. Квартира 1+1 без мебели. Долгосрок. За 200 евро. Квартиры 2+1, но уже в центре. Район Бешикташ. Без мебели. Долгосрок. За 600 евро. Анкара. Пример. Квартира 1+0 в районе Чанкая за 300 евро. Пример. Квартира 1+1, но в районе похуже и цена, соответственно, ниже – 240 евро. Квартира 2+1 и в районе Мамак без мебели, долгосрок за 250 евро. Анталия. Квартира 1+0 за 260 евро. Квартира 1+1, но в районе Махмутлар 260 евро. Квартира 2+1 за 280 евро.
Радует большое количество предложений. Почти по всем поисковым запросам находятся тысячи вариантов жилья. Финансовые нюансы при аренде. Важный момент про деньги. Готовьтесь сразу выложить 4-кратную сумму. Например, за квартиру с ежемесячной арендой 600 евро придется заплатить 1200 евро за первый и последний месяцы, 600 евро в качестве депозита, 600 евро комиссия агентства недвижимости, 100% от месячной аренды. Итого 2400 евро на старте. Покупка недвижимости. Хотите купить собственное жилье? Вот, например, в Стамбуле район Эксенюрт, квартира 1+1, 22 тысячи евро. А квартира 2+1 в этом же районе 20 600. Дешевле, потому что это первый этаж. В Анталии 1+1 36 тысяч евро. А двухкомнатная квартира 2+1 42 тысячи евро. Коммунальные платежи. А теперь самое важное. Коммунальные платежи. Без этих цифр любой разговор о стоимости жизни в Турции будет неполным. Электричество. Действует прогрессивная шкала. При потреблении до 240 киловатт в час в месяц цена составляет около 5 центов за 1 киловатт в час. Свыше около 8 центов. Вода. Стоимость 1 кубометра воды составляет около 80 центов, но может варьироваться в зависимости от города. Газ. Отопление. В зимние месяцы это основная статья расходов. Счет за газ для отопления и горячей воды в квартире 2+1 может достигать 100-150 евро. Айдат – это ежемесячная плата за обслуживание жилого комплекса, охрана, уборка, бассейн, лифт. В среднем составляет от 30 до 60 евро. Реальный пример расходов. Семья наших знакомых потратила за месяц 50 евро на электричество, 30 евро на воду, 120 евро на газ, 40 евро за айдат, 650 евро на аренду. Итого 890 евро на жилье и коммунальные услуги. Транспорт. А теперь поговорим о том, без чего просто никуда, о транспорте. Турция – страна с современными автомагистралями, но и с довольно агрессивной манерой вождения. Хотя уровень смертности на дорогах здесь на уровне среднего – общественный транспорт. В Стамбуле одна поездка на метро, автобусе или трамвае по Истанбул-карт обойдется примерно в 45 центов. Месячного проездного как такового нет, но есть система пополнения карты. Такси. Тариф от 70 центов за километр, плюс плата за посадку около 80 центов. Автомобили. Купить машину в Турции очень дорого из-за высоких налогов. Самый популярный сайт для покупки – sahinbenzin.com. Fiat Egea местного производства 2018 года 11 тысяч евро. BMW 520 iM 2018 года 68 тысяч евро. Volkswagen Passat 2018 года 33 тысячи евро. Текущие расходы на авто. Бензин А95 евро 10 центов за литр. Дизель евро 10 центов за литр. Обязательные платежи. Страховка. Трафик Сигортаси от 150 до 400 евро в год. Техосмотр Моен около 50 евро раз в 2 года. Транспортный налог от 100 до 500 евро в год в зависимости от объема двигателя и возраста авто. Итого, если в семье один автомобиль среднего класса, расходы на транспорт составляют плюс 300 евро в месяц с учетом топлива, налогов и страховки. Мобильная связь и интернет. Давайте поговорим о том, без чего современный человек просто не может обойтись, о связи и интернете. И тут Турция предлагает качественные услуги по разумным ценам. Домашний интернет от 10 евро в месяц. И за эту сумму предлагают до 100 мегабайт в секунду от провайдеров Turkcell или Türk-Telecom. Мобильная связь. Можно выбрать предоплаченный тариф от 7 евро в месяц за пакет с 20 гигабайтами интернета или оформить контракт от 10 евро в месяц. А теперь посчитаем расходы на связь для семьи из 3 человек. Папа, мама и подросток. 3 мобильных номера. Домашний интернет. Итого 45 евро в месяц. И вся семья на связи. Расходы на досуг в Турции. Жизнь – это не только обязательные платежи, но и отдых. Сколько стоит досуг в Турции? Билет в кино – 6 евро. Поход в хамам – от 20 до 40 евро. Массаж – от 30 до 50 евро. Вход в музей – от 5 до 15 евро. Мужская стрижка от 7 евро. Фитнес-зал среднего уровня 40 евро в месяц на человека. Билет на автобус Стамбул-Анкара от 15 евро. Номер в отеле 3 звезды в Стамбуле от 50 евро, в центре от 80 евро. Доходы и уровень безработицы в Турции. А сейчас поговорим о деньгах. Кто и сколько зарабатывает в Турции? Ищите работу? Запомните 3 сайта: career.net, LinkedIn и yenibiris.com. Теперь к самому важному – зарплатам. Средняя зарплата в Турции после вычета налогов составляет около 750 евро. А теперь разберемся подробнее. Офис-менеджер получает 550-900 евро. Кассир в магазине от 485 до 600 евро. Медсестра от 650 до 900 евро. Врач от 1500 до 4000 евро.
Курьер от 500 до 750 евро. Безработица в стране держится на уровне около 8%. Итоги. Итак, вот такая сумма получилась за все основные расходы у семьи наших знакомых в Стамбуле. Питание и товары для дома, аренда квартиры с коммунальными платежами и транспорт, свой автомобиль, продукты и бытовые товары 720 евро, жилье и коммунальные услуги 890 евро, транспорт, свой автомобиль 300 евро. В итоге семья наших знакомых из 3 человек потратила 1910 евро за месяц. Нужно учитывать, что это бюджет уже адаптировавшейся семьи. В первые месяцы сумма расходов будет намного выше, пока вы не найдете оптимальные магазины, рынки и не привыкнете к местным особенностям. К тому же мы не включили такие статьи расходов, как одежда, развлечения, медицина или образование, которых у всех индивидуальные. Сравнение с Болгарией. А теперь давайте сравним эти цифры с Болгарией. Год назад в нашем видео общая сумма расходов для семьи из 3 человек составила 994 евро. Конечно, инфляция не стоит на месте. И сегодня, в 2025 году, для аналогичного уровня жизни в Болгарии, например, в Софии или Варне, потребуется уже совсем другая сумма в месяц. Но получается, что базовая стоимость жизни в Стамбуле существенно выше, примерно на 20-30%, чем в крупных городах Болгарии. Главный фактор – жилье. Аренда и связанные с ней депозиты и комиссии в Стамбуле значительно дороже. Если в Софии можно найти хорошую квартиру за 450-500 евро, то в Стамбуле аналогичный вариант обойдется в 650-700 евро и выше. Продукты и товары. Цены на продукты в Турции, особенно местного производства, овощи, фрукты и молочная продукция, могут быть ниже, но импортные товары и бытовая химия часто дороже, чем в Болгарии, что выравнивает общую сумму расходов на эту категорию. Транспорт. Стоимость владения автомобилем, покупка, налоги, страховка в Турции несоизмеримо выше, чем в Болгарии. Бензин при этом стоит примерно одинаково. Однако общественный транспорт в Стамбуле очень развит и доступен, что позволяет экономить, если не пользоваться личным авто. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!